Всем привет, я Наргиз. Я являюсь художником-самоучкой. Сегодня хочу показать вам процесс создания рисунка карандашом. Это видео будет разговорным. Чем хороши такие работы, так это тем, что для создания такого рисунка вам понадобится всего-то ничего, пара карандашей любой мягкости, плотности или как по-другому, и клячка либо ластик. Так как я записываю днем свой голос за кадром, возможно, будут слышны какие-либо звуки посторонние, потому что у меня под окном постоянно кричат дети. Также соседи постоянно что-то стучат, что-то у них постоянно падает. Как я уже упоминала в прошлых видео, у меня нет построения анатомичного, я просто рисую круг, делю его на 4 части и сразу начинаю с глаз. Я ориентируюсь по глазам, я слышала, что другие люди могут ориентироваться по носу. Я пыталась тоже так, но у меня ничего путного из этого не вышло. Ну, вы рисуете как вам удобно. Расскажу немножко о материалах. Скетчбук, который на видео, это от Art Creation. Очень удобный. Мне кажется, если бы они сделали квадратную форму большую, вот такую, как вот этот прямоугольный, то спрос был бы больше. Но, к сожалению, такого нету. Очень жаль. А карандаши я беру от Малевич. По мягкости я использую карандаши от 2B и больше. Но в основном у меня карандаши только в арсенале до 8, по-моему, B. Я слышала, что есть и больше, но в моем городе такого нет. Ластик я редко использую, потому что он больше портит бумагу. Клячка, вот думаю, самое то. Она убирает лишний слой грифеля и нормасы не портит. В этом видео я уже не хочу ничего подробно объяснять, потому что у меня уже был ролик на эту тему, как там рисовать, как построить все. Поговорим немножко о другом. Буду говорить с вами по-простому, не хочу писать сценарий, чтобы это не выглядело, как будто я зачитываю. Все вживую буду говорить. Смотрю видео на ютубе одной художницы из Испании. Скажу сейчас никнейм, как ее можно найти по нику Alma Luna. Мало того, что она очень редко рисует акварелью, но она рисует так красиво, что мне захотелось взять тоже акварель, хоть у меня она и не профессиональная, детская, потому что у меня нет смысла, мне кажется, покупать профессиональную, если я рисую раз в полгода или в год. Я ее уже тестила, эту акварель, но я не скажу, что она прям хорошая, но и неплохая. Она медовая, ее даже можно попробовать, она ничего такая сладкая. Потому что это детская, естественно, она будет сладкой. Еще я повзаимствовала у нее покрас, наверное, потому что мне очень нравится, как она рисует холодные тени и теплый свет. Очень красиво смотрится. Так что в ближайшее время, я думаю, вас ожидает и меня акварельные попытки нарисовать что-то годное. Хочу немножко пожаловаться. Я купила, значит, себе ручку. Я видела ее у многих художников, и в том числе у Алмы. Я ее тоже видела. Заказала себе ее, значит, ручку, по-моему, от Сакуры. И, значит, я пишу ей, она нормально рисует. Все хорошо у нас. Но это было, когда я тестила ее. А сейчас я не знаю, что с ней. Может, она засохла. Я ее испортила как-то. Я просто не могу ее расписать. Я ее пыталась прогреть зажигалкой, но ничего хорошего не выходит. Если у вас были такие случаи, прошу поделитесь, как решить проблему, потому что мне жалко. Она новая прям, я знаю, что она очень хорошо должна писать. Прям белая-белая, знаете, такая гелевая. Но у меня она почему-то какая-то бракованная, либо у меня руки из одного места. Немножко расскажу вам лайфхак небольшой, такой маленький. Думаю, может вы знали, может не знали, но поделюсь. Чтобы не тратить большие деньги на тот же фиксатор, да, когда вы нарисовали рисунок и не хотите, чтобы он размазался, либо же испортил второй рисунок, вы можете купить обычный лак для волос. Я уже, по-моему, где-то это говорила, но я не помню где. Но он неплохо так работает. Я покупаю самый дешевый. Короче, что я еще хотела вас попросить, так это написать в комментариях, художников, которых вы смотрите, потому что некого смотреть, я уже всех пересмотрела, мне очень нужно найти источник мотивации. Заранее благодарю. Неважно, русский художник это будет, либо зарубежный, просто мне нужно много художников.
Если вам нужны референсы, которые я использовала, то их можно найти у меня в Pinterest. А ссылку я оставлю в описании. Ну вот и все. Благодарю вас, если вы досмотрели этот видос до конца. Прям уважение вам огромное. Прям вообще большое. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, пишите, что вам не нравится. Я все читаю. Все комментарии приветствуются. Здесь у меня уже конец рисунка. Мне остается только написать свой никнейм. Все, до новых встреч, товарищи. До новых видео. Пока.